Предания о конце света встречаются во многих мировых религиях и мифах. Однако самым известным и раскрученным мифом остается упоминание в Библии события, которое должно произойти перед вторым пришествием Иисуса Христа – Армагеддон. А так как место битвы добра с сынами зла должно произойти примерно в паре километров от нашего офиса, мы решили посетить Мегиддо и показать вам, что же такое в настоящее время представляет собой Ар-Мегиддо, национальный парк, охраняемый государством. Всем привет! Сегодня в этот солнечный день, опять же пятница, мы решили посетить значимое место в еврейской мифологии, а также это место было отмечено в Библии как место последней битвы добра и зла. Последняя битва Армагеддон, которая должна пройти как раз именно здесь, неподалеку от древнего города Мегиддо. И на самом деле слово Армагеддон произошло от двух слов Ар и Мегиддо, что означает гора Мегиддо, рядом с которой как раз я сейчас и нахожусь. Ну и сегодня мы хотим посетить это место, поснимать, ну и показать вам, что же здесь на данный момент находится и с чем мы в будущем, возможно, по преданию можем столкнуться. Ведь именно здесь начнется Армагеддон, либо конец света. Неотвратимый Армагеддон Нового Завета – древнейший город нашей цивилизации, история которого насчитывает порядка 5000 лет. Здесь находится точка равновесия, слияния и противоречий. А поднявшись немного в гору, открывается вот такой вид на север Израиля. Ар-Мегиддо находился на пересечении двух торговых путей, которыми как раз и пытались постоянно завладеть разные цари, князья и завоеватели. Именно здесь проходили торговые пути. До сих пор ничего не изменилось. Дорога на север, на юг, запад и восток Израиля проходит именно здесь. А вот там вот вдали виден перекресток, который называется перекресток Мегиддо. Это и был центр пересечения торговых путей. Небольшое кафе, пустое, сегодня пятница, но даже в пятницу здесь есть туристы. Уже две группы мы здесь увидели. Еще одна группа наверху большая, автобус спускался, мы приехали.
горе Мегидо, в старом городе. Борис читает Википедию для того, чтобы больше понимать историю, что же здесь на самом деле происходило. Потому что практически для всех Армагеддон означает только лишь битва воинств добра и зла. На самом же деле это огромный старый город, который был обнаружен буквально в прошлом столетии. История уходит до 3-го тысячелетия до нашей эры. А еще вот интересные факты. В Мегидо происходит часть действия фильма ужасов «Омен». Вот так вот. Здесь неспроста стоят колесницы и изображения лошадей, потому что именно здесь как раз и было обнаружено место, по определению археологов, которое принадлежало царским конюшням князей Мегидо. Ну, так как вы видели, да, что город находится на самой горе, вот, это все вниз, да, то прорыв себе колодец просто очень большой глубины, жители Мегидо как раз и доставали себе воду. Спуск такой достаточно опасный. Итак, мы вышли из национального парка Мегидо. И то, что мы узнали и хотели вам показать, так это то, что в этой точке нашей планеты сошлись в жесточайшей битве тысячелетия цивилизации и религии, египетские фараоны и финикийцы, язычники и иудеи, англичане и турки, израильтяне и арабы. Да даже Наполеон засветился в битве здесь. Реки крови не переставая проливались в борьбе за этот город, который в буквальном смысле слова вырос на камнях и развалинах предыдущих сражений. Мегидо – это место древней силы. Каждый камень здесь пропитан противоречивой историей, потом рабов, кровью и легендами. Присмотритесь еще раз внимательнее к руинам великого города, который таит в себе множество загадок и неожиданных, а порой кровавых открытий. Величие и войны, кровь и просвещение, наказание и благо, любовь и смерть. Многоликий Мегидо – символ нашей цивилизации. Здесь была первая битва и будет последняя.
И, скорее всего, последняя битва уже началась.